Остановись. Димон, это я, ты из будущего. Вспомни, что было дальше. Вспомни, что стало с мангой после. Да, я люблю Берсерка. Он изменил мою жизнь. Интерес к этой вселенной и главному протагонисту заставил меня читать мангу. Заставил познакомиться с миром черно-белых комиксов. Он открыл мне удивительный мир японской культуры и чуток корейской. Берсерк показал мне, что существуют абсолютно неизведанные для меня миры человеческих фантазий и шедевральных творений. Но и на своем примере показал, что если есть что-то хорошее, значит и есть что-то плохое. Чудесный рассвет несет за собой ужасный закат. Я не смогу с чистой совестью рассказать вам о сюжете данного произведения, не уточнив малюсенький нюанс. Смена вектора движения повествования в сюжете манги. Вот представь себе качели. На одной стороне средневековая мрачная фэнтези, лишь с малюсеньким проблеском надежды в человечество, наполненная болью, страданием и полным отсутствием добродетели. А если она и есть, эта добродетель, то она карается ужаснейшей мучительной смертью. А на другой стороне качелей ты видишь чудесный фэнтези-мир с милыми прыгающими зайчиками и птичками, красавчиками-мальчиками, похожими на девочек. Все добрые и дружные, побеждают зло сообща, прокачивают скиллы, апаются в каждом новом эпизоде. Ну, в общем, занимаются всем тем говном, что показывают в современных тайтлах. Представил? Так вот, самый парадокс заключается в том, что Берсерк до определенного момента был произведением слева, а после справа. Это печально. В желании забыть этот момент мне не хватало лишь симптома желчно-кровавой рвоты. Но, благо мне на помощь пришел Ган. Так, нет. Я не кину затравку еще на одну тему для видоса, нет. Сначала надо разобраться с этим. В общем, всем стало видно, что Кентаро Миура, по всей видимости, прогнулся под давлением общественности и изменил движение сюжета в более позитивную сторону. Теперь это был не маленький огонек надежды, который я лишь изредка ощущал в первой паре десятков томов, а хуячил огромный, мать его, прожектор добра и позитива. Сама суть названия манги сменилась, став лишь глупым описанием действия какого-то древнего доспеха, но о доспехе чуть позже. У меня даже есть подозрение, но это всего лишь мои личные подозрения, никаких фактов, что из-за того, что юная аудитория не смогла воспринимать весьма жесткого Берсерка, это поспособствовало падению рейтингов журнала в целом, и Миуре было велено либо прикрывать лавочку, либо изменить сюжет, добавив туда больше добра и позитивчика. И больше всего меня расстраивает даже не наличие новых клоунских и невзрачных персонажей в истории. Больше всего меня, как фаната, расстроила мотивация. Сейчас все объясню. Если раньше мотивация Гатса держать эту удлиненную наковальню было желание отомстить за то, что у него отняли почет и уважение, и, самое главное, взаимную любовь, любовь, которую приняла его таким, какой он есть, приняла его настоящим. И именно это побуждало в нем ярость, переполняющий гнев вскупе с агонией, печалью, страхом и, самое главное, желанием вырваться из пика человеческих возможностей, то теперь им движет мотивация спасти и не дать в обиду своих, вчера с ним познакомившихся, близких друзей. Отныне ярость сменилась осторожностью и безопасностью. Гнев перестал накапливаться, а функцию, выполняющую название манги, перенесли с главного протагониста на дурацкий древний ноунеймный доспех, который больше походит на ультимативную способность игрового персонажа. Думаю, все согласятся, что наблюдать за поехавшим чудиком, который вывозит только на собственном скилле и опыте и извертывается из невыползаемых ситуаций как турбоглист, чтобы отомстить обидчикам, куда кайфовее, чем втыкать в чувака в имбо-костюме, который тупо защищает друзей и свое желание мести уносит даже не на второй, а на третий план. И да, тут возможно сложновато, нужно разобрать, какую роль здесь вообще играет доспех. Начнем по порядку. Кто такие берсерки? И воины его бросались в бой без кольчуги, ярились как бешеные собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными как медведи или быки. Они убивали людей, и ни огонь, ни железо не причиняли им вреда. Такие воины назывались берсерками. Слово «берсеркер»
или одержимый бешенством, идет из глубокой древности. Впоследствии в средние века берсеркерами назывались воины, одержимые бешенством в бою. Они сражались без кольчуги, щита и шлема, в одних холщовых рубахах, и были так страшны, что с ними боялись сесть в один корабль. И что вы думаете? Именно таким берсерком был Гатс, который был заряжен яростью настолько, что в ход пускал даже свои зубы. Он без колебаний способен был оторвать себе руку, лишь бы достичь цели, и ничто не способно было его остановить. Ну, если только смерть. И именно за этим было наблюдать интереснее всего, пока Миура не дал ему этот ультимейт-костюм. Мало того, который противоречит самому термину берсерка, ну потому что на них было минимум защиты, так и Гатс в нем просто бессмертен. Ну, я сейчас не буду вдаваться в тонкости фич, типа, когда он надевает, боли не чувствует, но раны все равно кровоточат и так далее. С тех самых пор исчезла интрига. Гатсу достаточно кастануть способностями костюма. И ладно, Миура, как автор, может вертеть сюжетными перипетиями как угодно. Возможно, костюмом он хотел показать взросление героя, показать, что люди меняются. Но черт! Этот самый костюм больше походит на замазывание сюжетных дыр, дабы дать герою ультимативную способность в виде волшебного доспеха без каких-либо к нему предпосылок ранее. Он просто появляется. Но Гатс, черт побери, это же не Пикачу, который апнулся в Райчу. Ведь костюм — это не изначальное условие, как, допустим, было у того же Наруто с хвостатой лисой. А что дальше? Они найдут левел-ап для прокачки костюма, чтобы сделать его еще имбовее? И так как я нахожусь на золотой середине между ребенком и пожилым дедом, хоть мне и грустно это признавать, но все эти изменения мне кажутся оправданными в контексте нынешне существующего мира. Ведь мало кто захочет осознанно наблюдать за страданиями растерзанного полуживого песика, тем более в контексте художественного произведения. И большинство увидит в этом лишь необоснованную жестокость, которой создаются все благоприятные условия. Ведь в первых томах манги порочные ужасные людские желания являлись катализатором для еще более ужасающих событий. И адекватный человек спросит: «Ну а зачем мне на это смотреть?» И тут кроется весьма тонкая материя, которая дарит тебе не только драгоценный опыт потери чего-либо, то ли любимой плюшевой игрушки или же близких тебе людей, но и самое главное показывает, как даже в самые трудные, самые ужасные времена, когда вроде бы совершенно нет сил, нельзя опускать руки. Нужно продолжать двигаться дальше и не ждать какой-то там ультимативный способ решения всех проблем. Порой мало просто услышать речь Слая о том, что ты не трус. Нужно прожить эту самую речь Слая. И именно эта жизнь и была в Берсерке. В том Берсерке, который навсегда в моем сердечке. Что ж, что-то я затянул с вступлением. Продолжим. Упс, походу time is up. Что-то я во втором выпуске не успел таки добить первую главу манги. Братан, прости. Слишком много сил ушло на воспоминания об этих всратых изменениях, поэтому черкани пару слов, что ты думаешь. Нас, кстати, уже почти 30 человек. Ну, все, пацаны, это успех. Всех поздравляю. Обнял всех и каждого. И да, у анимешников есть описание, он анимешник. А как называют людей, которые читают мангу? Если есть варианты, поделись одним из них, мне интересно.